Это, пожалуй, самый ошеломляющий библейский факт, который я когда-либо узнавал за всю свою жизнь. Я ждал 6 лет, чтобы рассказать об этом, потому что это никак не помещается в проповедь. Иисус вознесся на небеса, когда стоял на Илионской горе, в 1 главе Деяний. И там же, в частности, сказано, что Он придет точно таким же путем, каким и вознесся. И есть другие пророчества, и я прочитаю их через секунду, в которых все звучит так, как будто это ясно. Когда Иисус вернется и сойдет, Он сойдет и снова станет прямо на вершине Елеонской горы. Давайте заглянем еще глубже. Итак, если вы когда-нибудь окажетесь на Илионской горе, знайте, что Илионская гора находится к востоку от Храмовой горы. В 44 главе книги пророка Иезекииля есть одно место, которое евреи на протяжении тысячелетий называли мессианским пророчеством. Послушайте внимательно. Это невероятно. Затем он привел меня обратно к внешним воротам святилища, которые находились с восточной стороны. Ворота были закрыты. Ворота останутся закрытыми, потому что Господь, Бог Израиля, вошел через них. И когда говорится «вошел через них», это пророческое слово, говорящее о будущем событии так, как если бы оно было в прошлом. Вот восточные ворота, видимые с Илионской горы. Это буквально то, что можно увидеть. Восточные ворота прямо напротив. Теперь вы смотрите на них и спрашиваете: а где ворота? Ведь они все замурованы. Был такой султан Сулейман. Он завоевал Иерусалим в 1517 году. Он верил в ислам. Он боялся прихода будущего Мессии и этого конкретного пророчества. И он тот, кто замуровал восточные ворота, потому что он думал: я позабочусь о том, чтобы это пророчество никогда не исполнилось. Хорошо, а теперь посмотрите на это. Захария 14:4. В тот день его ноги встанут на Елеонской горе, что к востоку от Иерусалима. И Елеонская гора расколется надвое, с востока на запад, открыв огромную долину, и половина горы отодвинется на север, а половина на юг. В 1964 году в новостях об этом миллион раз писали. Еврейские парни решили построить отель на вершине Елеонской горы. Им нужно было провести геологическое исследование, прежде чем строить на вершине исторической горы. Когда они провели исследование, то обнаружили, что прямо под Елеонской горой проходит линия разлома. Это линия разлома с востока на запад, которая проходит от вершины Елеонской горы до восточных ворот. Когда Иисус вернется, Он спустится на эту гору. И я думаю, что произойдет то, о чем говорится в Библии. Земля и небеса содрогнутся. Я думаю, что во исполнение этого пророчества со всей долиной произойдет следующее. Все эти камни, которыми Сулейман забил восточные ворота, упадут. И он пройдет прямо сквозь ворота, встанет на Храмовой горе и скажет: «Где вы сейчас?»